Всем привет! Я, как обычно, в поисках уникальных и интересных игр серчил itch.io и наткнулся на очень интересный проект. Time Out. Не буду лукавить, игра сперва зацепила меня уникальным визуалом. Совмещение пиксель-арта с детализированным 3D фоном выглядит невероятно красиво. Лично я подобную графику видел в Yuden Chronicle 100 Heroes, а сам автор же сказал, что черпал вдохновение с игр The Last Night и Bioshock, и быть честным, оно и видно. Но знаете, в целом графика это все, за что можно хвалить игру, ведь сюжет в ней, если смотреть с перспективы того, что игра была сделана в качестве университетского выпускного проекта, и как я понимаю, что у типа была в приоритете графика, нежели сюжет, он тут сносный. Типа звезд с неба не хватает, но он точно неплохой. Что вы понимали, сюжет был явно вдохновлен фильмом «Время». Об этом сказал сам автор, да и даже такой профан, как я, который слышал только пересказы друзей, с первых минут понял, что автор профессионально вдохновился. Игра повествует о частном детективе, проживающем в городе, где жизнь людей подчинена системе денег, основанной на времени. То есть это время здесь используется как валюта, за которую ты покупаешь вещи и тому подобное. Ну и в целом как индикатор здоровья, ведь если время кончается, то ты умираешь. Ну а историю самого главного героя детектива Шервуда узнаем сразу после рекламы моего телеграм-канала. Да-да, я знаю, что абсолютно каждый заводит телеграм-канал, в который постит что-то очень редкое и по настроению, но я могу гарантировать, что в отличие от них, я буду делать репосты с других каналов с припиской «Ахаха, вот это прикол!» Ведь сам регулярно сижу в телеге и серчу новости из мира техники, игр, фильмов, аниме и тому подобное. Ну и еще в скором времени, если все пойдет так, как задумалось, я настерю нечто реально прикольное. В общем, переходите, подписывайтесь и следите. А я начинаю рассказ о детективе Шервуде. Как я уже сказал, играем мы за детектива Шервуда, который внезапно и вовсе логично находит тайм-девайс своего отца и одевает его. Это устройство помогает видеть как наш баланс времени, так и других, что, если честно, пригодится только в конце, но об этом попозже. И тут внезапно зазвонил телефон. У аппарата. Здравствуйте. Это ли офис детектива Шервуда? Мне нужна ваша помощь. Какая? Я сейчас в баре Алые Сирены. Я расскажу все за напитком. Пожалуйста, придите. Это очень серьезно. Скоро буду. Да, вот такие тарантиновские диалоги в игре. И за весь видеоролик я дам вам насладиться ими сполна, я же не зря все это переводил. Выйдя на улицу, видим уж очень детализированную локацию. Столько прохожих, которые еще что-то говорят, все эти тени и отражения, которые, как я понимаю, сделаны вручную. В общем, уж очень сильно мне понравился визуал. Пройдя половину пути, Шервуд замечает, что у него осталось мало времени. И вовсе по случайности мы проходили мимо кредитора. Наш детектив решает взять немного, а так как у нас на балансе было его почему-то слишком мало, нас вежливо послали. Но буквально через дорогу нас вызывает себе какой-то мутный чел. Доброе утро, сэр. Я вижу, что у вас очень мало времени. Я мог бы занять тебе минимум лет 5, скажем. Но я буду забирать по 1 часу каждый раз, когда мы видимся. Всего лишь час? Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. И тут мы встречаем очередную проблему игры – отсутствие выбора. То есть, если я выберу отказаться от сделки, то спустя каких-то пару шагов я умру. И так с каждым выбором, и это очень огорчает. Вариативность игре бы явно не помешала, так как за полчаса ты пройдешь всю игру. Так что, чтобы дальше двигаться, выбираем согласиться. Сукин, ты сын, я в деле. Дойдя до бара, я присел рядом с звонившей мне клиенткой. Это вы мне звонили? Шервуд, мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, выслушайте меня. Конечно, но моя компания не бесплатна. Ладно. Я могу дать только 5 часов. Это все, что у меня есть. Давай послушаем твою историю. Ну, что тут сказать. Абсолют синема. В общем, она рассказала историю о том, как ее муж умер из-за фейкового времени. Детектив же никогда не слышал о существовании такого, поэтому и не сильно-то верит. Но тут она сказала что-то реально интересное. Мол, некий продавец в маске одолжил ее мужу около 2 лет. Согласитесь, это очень похоже на нашу недавнюю историю. Ну, а наш детектив, выслушав историю, ничего не заметив и посмеявшись в лицо человеку, переживающему боль от утраты, отказывается помочь и умирает после пару шагов. Ну, а на серьезе соглашаемся ей помочь, так как у нас выбора-то и нет. Выйдя из бара, Шервуд говорит, что за время, которое ему одолжили, он бы хотел купить машину. И знаете что? Он сел на такси и поехал в магазин Кадиллаков. Но, к нашему удивлению, его почему-то не хватило времени, и никакого Кадиллака ему не светит. Невозможно. Я клянусь, у меня было 5 лет. Погоди, мое время уменьшается очень быстро. Если та тетя в баре сказала правду,
Тогда это должно быть что-то очень серьезное. Да неужели? Время исчезает? Реально? Чел не поверил, заплакал на клиентке, а потом как сам попал в подобную ситуацию, то это уже обрело смысл. Хорош, сигма. В общем, наш детектив пошел разбираться, ведь время уходит, а умирать он, видимо, не хочет. Вернувшись на место, где был тот смутный тип, замечаем, что казино рядом открыто. И наш детектив решает туда зайти. И вы, наверное, думаете, как это связано. Но вы что, тут и детективом не надо быть, чтобы это понять. Вот смотрите. Если окно открыто, значит там жарко. А если там жарко, значит там люди. А поскольку это казино, тогда это плохие люди. То есть прям как тот смутный тип. А если там тот самый тип, то мы можем попросить его подарить нам настоящие 5 лет. Теперь все ясно? Вот и хорошо. Зайдя в казино, поднимаемся по лестнице. Замечаем странную статую, которая вообще не к месту. Если бы герой не указал на то, что она странная, я бы и не догадался. Короче, открываем тайный проход, и тут начинается экшен. Разобравшись со всеми, заходим в лифт и поднимаемся. Поднявшись, доходим до зала, где встречаем... Ну, кто же это удостоил меня своим визитом? Джеймс Фицпатрик, мое имя. Я вижу, что ты обошел все переулки. Но подожди. Ты сделал это с таким малым количеством времени. Кажется, этот бедняга затеял в себе борьбу. А сейчас докажи мне, что это не была случайность, и я развлеку тебя. Я в Париже, то не можу шутить, Браво! Невероятно! Немногие смогут пережить такие огромные препятствия. И сейчас твоя награда в 10 лет. 10 лет фейкового времени. Что такое фейковое, когда то, что ты видишь, реально? Это время истекает не так, как реальное. Но слушай, я только тот, кто предоставляет людям то, что им нужно, луч надежды в загнивающем обществе. Дать им то, что им нужно, сделать их богатыми. И как только они отпразднуют это, их время истечет, и они умрут. Какой прекрасный конец для такой никчемной дряни. То есть вы даете им бесполезное время в обмен на реальное? Это называется оплата. Оплата за то, чтобы чувствовать себя королем. Что ж, скажи мне, присоединишься ли ты к мне и избавлению от социального мусора? Или дашь этой болезни прогрессировать дальше? Выбор за тобой. И хочу признаться, что я вам немного соврал. А именно насчет выбора. Единственный момент в игре, где ты выбираешь и не умираешь после 2 шагов, это в самом конце, то есть сейчас. Я выбрал отказаться от его предложения, выстрелив в него. После чего зазвенели полицейские сирены, и некогда яркий город погас. Только что я получил плохую концовку, где, я так понимаю, мир погрузился в полный хаос. Об этом и говорит и резко начавшиеся полицейские сирены и выключение всего электричества. А во второй же концовке мы принимаем его предложение, после чего нам дают маску и плащ, и опять же, я так понимаю, вот это устройство, это машина времени, через которое нас и отправляют в прошлое, под предлогом спасти общество, где мы и будем раздавать фейковое время. Ладно, знаете, все же я могу ошибаться, и надеюсь, я всего лишь ошибаюсь. Когда я в первый раз прошел игру, я сначала не понял сюжет. И сейчас, сидя и вдумчиво читая диалоги, я понял, что лучше не ломать над этим голову, ведь в сюжете есть дыры, несостыковки, невидимая рука сценариста. В общем, как сюжетная игра на пятерик. Она, конечно же, пытается нам донести, что наше время слишком драгоценно и не надо его тратить попросту, но она это делает так нелепо и наивно, что только пятерики заслуживает. Геймплейно же могу сказать, что игра в этом плане неплоха. За 30 минут, то есть за время, которое я прошел игру, я скажу честно, не заскучал. Да, может вам, зрителям, и кажется, что из геймплейна интересного тут только перестрелка и то в конце. Но не забывайте, что играть самому и смотреть видео на ютубе это как бы две разные вещи, так что не душните. Ну и конечно же тот факт, что игра визуально невероятно красива, просто играя ты получаешь эстетическое наслаждение, и после прохождения было такое чувство, что я посмотрел очень глупое, но в то же время веселое и красивое кинцо. В общем, игра забирает у меня 7 Absolute Cinema из 10, чисто за красивые глазки. Я буду и дальше следить за работами автора, ну а если у кого-то возникло желание самому поиграть, то игра абсолютно бесплатно доступна на itch.io. Ну, а на этом все.
В этом видео я хотел поделиться находкой, да и показать большинству, что играя только в популярные игры, вы пропускаете много чего интересного. Всем спасибо за просмотр и отдельнейшее спасибо за 1700 подписчиков. Это нереальнейший результат и лучший подарок на Новый год. Я буду стараться и дальше делать все более и более интересные видео. Еще раз всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментарии, ну и телеграм-канал тоже подписывайтесь по ссылке в описании. Всем покеда.